Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь французский миш на двух заквасках. На закваске густой ржаной и пшеничной жидкой закваске. За день до работы с тестом сделаем закваску. Как их сделать, я покажу в описании к видео. Сначала сделаем ферментолиз. Для этого внесем готовую ржаную закваску, готовую пшеничную закваску, мы видим, что в них достаточно дрожжевой активности, так как они остаются на плаву. Таким образом, вы всегда можете проверять готовность вашей закваски. Это называется тестом поплавка. То есть, если вы опускаете закваску в воду, и она остается на плаву, это значит, что в ней достаточно дрожжевой активности, и вы можете начинать с ней работать. Если же она идет ко дну, это значит, что в ней еще недостаточно дрожжей, и ей нужно дать еще некоторое время на созревание. Все хорошо перемешиваем. Этот шаг служит не только для того, чтобы все хорошо перемешать, но и для того, чтобы насытить эту суспензию воздухом, а воздух является катализатором дрожжевой активности. Вносим муку и хорошо перемешиваем таким образом, чтобы у нас нигде не осталось сухой муки. То есть мы тесто сейчас не вымешиваем, а просто перемешиваем для того, чтобы увлажнить муку. Накрываем шапочкой для душа и поставим в холодильник на 30 минут. Мы видим, что тесто по окончанию ферментолиза уже приобрело относительно связанную консистенцию. Это значит, что клейковинный каркас начал формироваться сам собой. Добавляем остаток воды, соль и производим замес. Проверяем тесто на готовность. Для этого отщипываем небольшой кусочек и смотрим. Если у нас образуется глютеновое окно, это значит, что тесто достаточно вымешано и можно начинать брожение. Ну вот мы видим, что тесто у нас практически вымешано, но нужно дать еще пару минут для того, чтобы клейковинный каркас полностью сформировался. Еще раз проверяем. Отщипываем кусочек и растягиваем. Вот мы видим, что теперь клейковинный каркас у нас прекрасно развит. Это значит, что он сможет успешно задерживать углекислый газ, который будет образовываться в процессе брожения, и наш хлеб будет увеличиваться в объеме. Вы также можете делать ручной замес вот таким вот образом. Тогда на протяжении всего времени брожения, каждые полчаса, вам нужно будет делать вот такие вот складывания. Причем клейковинный каркас при ручном замесе у вас полностью сформируется только ближе к концу всего времени брожения.
накрываем шапочкой для душа и оставляем на брожение. Если мы делаем замес тестомесом, то делаем одно складывание, а если руками, то делаем складывание каждые полчаса. Это не обязательно брать форму специальную, можете взять какую-то широкую большую тарелку, салатницу, тазик, все что угодно, выложить полотенцем и присыпать ржаной мукой. Теперь смачиваем поверхность водой, смачиваем руки водой, для того, чтобы тесто у нас не прилипало. Желательно работать именно с водой, а не с мукой, для того, чтобы у нас не образовывались непромесы. Выкладываем тесто на стол и формируем заготовку. Можете формировать заготовку продолговатой формы в виде батарда, а можете круглой формы типа буль. Миш, как правило, формируется именно круглой формы. Миш представляет собой большой круглый хлеб, поэтому я формирую его именно в виде буля, то есть круглой буханки. Стараемся сохранять в тесте газ, осторожно подкатываем, создавая натяжение на поверхности заготовки. Смачиваем все поверхности, которые соприкасаются с тестом, водой, для того, чтобы не порвать клейковинный каркас, для того, чтобы поверхности, ни руки, ни поверхности не прилипали к тесту и не рвали так дорого нам доставшийся клейковинный каркас. Выкладываем заготовку в емкость для расстойки, подтягиваем ее и оставляем на брожение. Я буду печь прямым методом, то есть в тот же день, поэтому если вы будете делать то же самое, то следуйте рекомендациям видео. Если вы сделаете хлеб с длительным холодным брожением, то желательно сократить первое брожение с 3 часов до 2 часов, а затем сразу же убрать в холодильник при 4-5 градусах. Накрываю заготовку и оставляю на 60-90 минут. Вот. Мы видим, что тесто у нас готово. Делаем тест пальцем на готовность. Если углубление очень медленно возвращается в форму, это значит, что заготовка готова к посадке в печь. Переворачиваем на пергамент для выпечки. Осторожно убираем ткань и делаем надрезы. Для красоты можем присыпать немного мукой, для того, чтобы создать контраст. Глубина надрезов зависит от степени расстойки. Чем больше ваша расстойка, тем аккуратнее должны быть надрезы, тем менее глубокими они должны быть. Ну вот расстойка у нас, на мой взгляд, оптимальная, поэтому я делаю надрезы примерно 3-5 миллиметров. Даем хлебу остыть и дегустируем. Как и все французские хлеба, у него темная, хрустящая корочка и очень привлекательный внешний вид. Когда я очень много лет назад впервые попала во Францию и увидела хлеба, сначала они мне показались подгорелыми, потому что я не привыкла видеть хлеба такого темного цвета. Но потом в процессе
узнавания различных традиций, в процессе знакомства, в частности, с традицией хлебопечения во Франции, я поняла, что это является традиционным, так сказать, знаком французского хлеба. Темная поджаристая корочка. Темнее, на мой взгляд, чем в других европейских странах. Ну вот я разрезала хлеб немножко еще в теплом состоянии, поэтому он немного подкатался, то есть он образовал небольшие катушки, но это из-за того, что я разрезала его еще теплым. Это очень вкусный хлеб, я настоятельно рекомендую вам его испечь, вы совершенно точно не пожалеете. Это один из моих самых любимых хлебов. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!